дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. Это 3 последних летних зимних дня. По крайней мере, на ближайшее время. А ведь температура воздуха сейчас 21,5 градусов по Цельсию. Эти 3 дня мы проведем в Галилее. Ну как не выйти, когда вокруг такие потрясающие по красоте зеленые холмы? А ведь мы только по пути в Галилею. Когда вы будете смотреть это видео, от теплых летних дней останутся лишь теплые воспоминания. И теплая ностальгия. Всем огромный привет из иудейской пустыни. У меня какое-то дежавю сейчас. Ведь 8 месяцев назад мы точно так же по этому шоссе после первого карантина ехали в Галилею. А сейчас уже 3-й. И также мы месяц сидели дома, никуда не могли выехать и не могли совершить путешествие и ничего снимать. И мы сейчас едем по тому же маршруту и посещаем место крещения Господня на реке Иордан, известное как Вифавара. Мы, к сожалению, не попали туда на крещенский сочельник 21 года, 18 января. И сейчас нам очень интересно посмотреть, сколько воды, какой уровень, какое общее состояние места крещения Господня на реке Иордан. Давайте-ка сделаем это. Первое шоссе довольно популярно среди путешественников и паломников, посещающих Святую Землю. Отсюда можно спуститься и в направлении Мертвого моря и Красного моря, в Эйлат, знаменитый курорт на берегу Красного моря. И, конечно же, это шоссе важно, что по нему можно проехать к месту крещения Господня на реке Иордан, что мы сейчас и сделаем. Тех, кто еще не был в Израиле и впервые смотрит наш канал, может удивить наличие колючей проволоки. Но только не наших постоянных зрителей. Уж они-то точно знают, что Вифавара, место крещения, находится в полосе отчуждения границы между Израилем и Иорданией. И до 2011 года въезда сюда практически не было. Некоторые территории оставались заминированными десятки лет. До сих пор еще существуют неразминированные площади. Об этом напоминают желтые таблички с надписью «Осторожно, мины». А эти флаги сообщили нам о том, что большая территория за забором принадлежит католическому ордену францисканцев. Так выглядит флаг ордена францисканцев Кустодия Терра Санта. И это что-то новое в месте крещения. Мы видим целую дорожку из таких флагов. Мы видим крест один большой и 4 маленьких по углам, собственно говоря. Квадратный такой крест. На празднование крещения они такую дорожку. Да, вероятно, на праздник крещения, возможно, это новое, не было абсолютно такого. Но тем не менее. Некоторые флаги так потрепали, что скорее Да. всего они уже здесь. Да, и также мы видим за мной среди израильских байкеров популярное место крещения. Обратите внимание, наверное, клуб какой-то мотоциклистов приехал сюда, к месту крещения Господня на реке Иордан.
Ну что ж, мы на месте крещения. И давайте попробуем водичку. Знаете, какая температура воздуха сейчас на месте крещения? Не поверите. 24 градуса по Цельсию. Я пробую водичку. Ой, прекрасно. Прекрасная. Немножко прохладная, но она и должна такая быть. Все-таки зима. Месте крещения. Нам не удалось с Ларисой попасть сюда. Крещенский сочельник 18-го. И вот теперь мы здесь января не попали, а теперь мы здесь 12 февраля 2021 года. Невероятно. Священные воды реки Иордан. Я полностью умылся. Ну что, воды нормально, в принципе, посмотрите. Вот это помостки сделаны для того, чтобы верующим удобно было погружаться в священные воды реки Иордан. И абсолютно прекрасная вода. Я с удовольствием сейчас вошел, но, так сказать, немножко не готов оказался к этому. Что мы сегодня еще можем увидеть особенное? Течение довольно-таки быстрое. Течение как раз идет в сторону Мертвого моря, то есть на юг. И река также еще является государственной границей между государством Израиль. Мы стоим на территории Израиля. А за рекой вы уже видите, прям четко за мной, вот люди на той стороне, это на территории Хашемитского королевства Иордания. Отец большой израильской семьи обсуждал с детьми библейские события, связанные с переходом сынов Израиля через реку Иордан из книги Иисуса Навина. Мусульмане также посещают это место. Вот эта семья фотографировалась на память. Лариса, расскажи нам, что ты ешь, что ты пьешь? Израильскую красную клубнику. Ну и как тебе она на вкус-то? Очень вкусная, очень вкусная. Так и ешь достаточно давай. ароматная, Мы не сладкая. поверим, что... Мы не верим, что вкусно. Вкусно ешь ее. Есть еще и вкусно. Ну как, сладко? Очень отлично. А где ты находишься вообще?
Где мы находимся? Я заблудился. Как всегда, Павел заблудился. Мы находимся на месте крещения у реки Иордан. Прекрасно. То есть мы на обеденном перерыве. Мгм. Отлично. Дорогие друзья, мы сделали с Ларисой обеденный перерыв. И прямо на месте крещения на реке Иордан я пью черный турецкий кофе и прекрасную февральскую клубнику израильскую. Сейчас попробуем. В общем, черный турецкий кофе и красную израильскую клубнику. Это счастье в дом пришло, называется. Вкусное, поразительно. Вчера дочка принесла целый ящик клубники, 4 килограмма прям. Вот мы, так сказать, пожинаем плоды. Вообще в этом году клубника достаточно дорогая. Вот порядка $10 за Лариса килограмм, чуть меньше сейчас. очаровательная. Хочется отметить, что место крещения интересует также израильтян. Ведь здесь произошло множество библейских событий. В этот день подъехало несколько частных легковых машин с семейными парами и гидом. Здесь вы видите, как гид читает отрывок из книги Иисуса Навина. אז קודם כל נתחיל עם המיקום שלנו. אנחנו נמצאים ממש... А наш путь продолжается. Мы едем по самому длинному в Израиле 90-му шоссе вдоль Иорданской долины в сторону Галилейского моря. В Израиле его называют Кинерет. Вдоль Иорданской долины раскинулись сельскохозяйственные угодья, бесконечные плантации финиковых пальм и овощные теплицы. Велосипедный туризм очень популярен в Израиле. За этим забором проходит государственная граница между Израилем и Иорданией. На зеленых лугах отдыхали многочисленные семьи палестинцев. Наконец мы у цели и идем к отметке уровня озера Кинерет. Это как раз южная часть озера Кинерет, откуда вытекают воды из реки Иордан. Следует отметить, что в этом году уровень воды гораздо ниже, чем несколько месяцев назад. Судите сами по этим двум видео. Когда вода достигает уровня минус 208 метров, ниже уровня Мирового океана, существует опасность затопления берегов озера. И в таких случаях лишние воды сбрасывают за плотиной Дгания. Мы видели такой сброс лишних вод в мае 2020 года. Сегодня же все тихо. Воздух был наполнен запахом эвкалиптовых деревьев. Громко крякала где-то рядом утка. Да вот же она. Только похоже, что это селезень. Красавчик.
Так закончился первый день нашей поездки. Перед поездкой на следующий день мы совершили ошибку в навигации и вместо горы Арбель поехали в противоположную сторону, на север, и, как выяснилось, туда, где сейчас лежит снег. Это гора Хермон. Сегодня, когда вы смотрите этот фильм, запасы снега на ее вершине значительно пополнились, потому что в Израиле после летнего тепла наступили зимние холода, и в горных районах выпал снег. Но мы еще наслаждаемся летним теплом и потрясающей природой Израиля. Эта очень красивая гора упоминается в Библии. Нам удалось ее снять с 2 обзорных площадок. Самая высокая точка этой горы на территории Израиля 2236 метров. Израилю принадлежит только 7% от общей площади горного массива, и здесь располагается израильский горнолыжный курорт. Сейчас я нахожусь в районе горы Блаженств. И посмотрите, сколько зелени вокруг. Это вторая половина февраля. Но посмотрите, какая природа вокруг. Как все расцвело, как покрылось зеленью. Мы очень любим эту святую землю. Немного задержавшись в пути, но нисколько не пожалев об этом, мы едем на гору Арбель, чтобы показать вам невероятную по красоте панораму, особо впечатляющую именно в это время года. Вершина горы Арбель. Гора Арбель доминирует над всей вот этой вот местностью. Находится на уровне 181 метр выше Мирового океана. А, собственно говоря, гладь Галилейского моря находится на минус 200 с лишним метров. Поэтому отсюда открывается потрясающий вид на практически всю Галилею.
Когда мы монтировали это видео, за окном бушевал ливень. В Иерусалиме шел снег, громыхнул раскат грома и вспыхнула молния. В этот момент на секунду даже отключилось электричество. Но мы все еще в очаровании и в волшебстве незабываемых теплых дней нашей израильской зимы с таким переменчивым и капризным характером. Дорогие друзья, сегодня четверг, 18 февраля 2021 года. Мы на вершине Елеонской горы. Очень холодно, градуса 3, ветер сумасшедший. А может даже 2,5 градуса. Мы сегодня прошли все. Снег, дождь, бурю, я не знаю, что только мы не видели за этот день. А ведь буквально 2 дня назад мы снимали цветущую сакуру при температуре 24 градуса. Это необыкновенно, что природа в Израиле поражает своим разнообразием и контрастностью. Вообще, израильская зима очень изменчивая. Вы это видите за нами. Мы хотим всех поприветствовать с Елеонской горы, из святого города Иерусалима, и передать привет с пока еще заснеженного, видите, уже остатки снега. Конечно, жителей холодных стран снегом не удивишь, но снег в Иерусалиме, снег в Израиле – это явление нечастое. Последний раз, наверное, 7 лет назад был зафиксирован снег. А вы знаете, что на Хермоне выпало сейчас 70 сантиметров снега? И это еще не конец, потому что у нас будут дожди, а там будет идти снег. Самый разгар горнолыжного сезона. Поедем кататься на лыжах? Возможно, поедем, только я на лыжах не умею кататься. Ну, пока тогда передаем всем привет огромный.
Водитель этого джипа, видимо, не раз проделывал здесь подобные трюки, но сегодня ему не повезло. Какой конфуз! Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вы согласитесь с нами, что природа Израиля – это бесконечный повод для любви, восторга, восхищения. С вами были Павел и Лариса Платонов. Мы находимся сейчас на уровне Мирового океана, 0. И за нами открывается чудесная панорама на море Галилейское. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала. И благодарим тех, кто уже оформил такое спонсорство. Будьте здоровы, счастливы и благополучны. До свидания, до новых встреч!